Ну что, на завтрак хочу себе сделать упаковочку творога. Творог 200 грамм, 0%. Я смешаю вместе с ряженкой, немного полью его. Добавлю туда немного кокосовой стружки и где-то чайную ложечку меда. Он так будет более вкусным. Этот 0% просто, именно просто так я его вообще не могу есть. И именно только вот с такими какими-то добавочками. Потом рядышком я нарежу себе, наверное, половинку банана. И вот уже я нарезала уже половинку персичка. И здесь я залила еще кипятком курагу, тоже пару штучек добавлю себе. И орешки грецкие немножко. И как обычно, утром я выпиваю свою витаминку с полным стаканом воды. Ну что, вот такая вот прелесть у меня в итоге получилась. Такое ощущение, что это завтрак какого-то ребенка. Какое-то солнышко у меня тут получилось. Здесь у меня внутри чайная ложечка меда, по кругу курага, орешки грецкие. Я стараюсь, кстати говоря, по поводу орехов, в день не более 30 грамм. Так я не переем жиры и получу полную пользу от них. Так что я об этом говорила когда-то в видео о полезных продуктах. Так что старайтесь есть орешки какие-то, любые, они все в себе несут пользу. Выбирайте такие, которые вам больше нравятся. Здесь у меня тоже бананчик и персик. Так что пойду я кушать уже. Надеюсь, Дима у меня не утянет кусочек, потому что уж очень красиво выглядит. Ему я, кстати, сделала завтрак, там блинчики жареные. Но он любит у нас все жареное, но на завтрак. Я вообще жареное, если честно, очень редко что-то ем. Мы уже пришли в тренажерный зал, людей очень много, я вообще не знаю, где я сейчас уткнусь, там буду что-то делать, не знаю. Видимо, реально наступила осень, люди понимают, что все, пора работать. Очень холодно у нас на улице, я вот в теплой кофточке, такой, кстати, классная, от Nike, прикольная, мне очень нравится, такой классный есть принт, боже, как же так вывернуться. Классненький такой принтик и очень качественная кофта. Мне, в принципе, нравится. Ну что, я уже переоделась, забрала у Димы его майку, и мне она так нравится, что я решила в ней заниматься теперь. Она такая вот удобненькая, немножко длинная, ничего там не задирается, и, в принципе, очень удобно с ней заниматься. Так что все, я побежала заниматься, потому что время уже где-то около 11, как раз 11 часов, куча людей в зале. Ну что делать? Будем толкаться вместе. Все, мы уже идем с тренировочки, я купила себе бананчик по пути, и сейчас поедем, наверное, в центр города, там по делам походим. Хотим купить себе ремень, да, защитный для поясницы, чтобы заниматься вместе с ремнем, потому что уже пора, мне кажется, и из-за того, что мы увеличиваем постоянно свои весовые показатели, это просто необходимо для правильной техники и для того, чтобы сберечь спину, поясницу, да, чтобы грыжи не вылезли. Это обязательно, поэтому сейчас выберем какой-то поясок. Пока нам на двоих, да, а потом уже посмотрим. Может быть, и мне отдельно купим. Посмотрим. В общем, мы уже пришли домой, и вот я в руках держу наш ремешок с Димой, наш первый ремешок, потому что уже пора, я думаю. А то мы занимались без ремня, без такой поддержки поясницы. Поэтому, мне кажется, это просто необходимо, особенно если вот мы уже где-то год беспрерывно ходим, и все-таки пора. Конечно, он на меня большой, поэтому мы будем делать еще какие-то дополнительные дырочки, где-то аж здесь для меня, потому что, ну, очень большой, даже эти вот не хватает. Как-то, наверное, то ли шилом каким-то раскаленным или иглой, я не знаю, это Дима будет этим заниматься. В принципе, его должно надолго хватить, это кожаный настоящий ремень. Здесь у него такая подкладочка мягенькая на обратной стороне, именно здесь должна быть поясница. Фирма, в принципе, неплохая, она довольно-таки уже раскрученная. Velo Fitness.
где-то, наверное, как-то так. Поэтому, в принципе, я довольна. Следующие мои тренировки уже. После того, как я сделаю фотосессию, после сушки, я сажусь на жесткую массу. Конечно, не буду толстеньким хомяком, но я хочу прогрессировать в весах, и в этом мне пригодится этот ремешок. Так, хочу сейчас на обед приготовить такой необычный пирог. Если честно, я его просто придумала сама. Надеюсь, что у меня все получится. Опять же, удачи мне. И тут я уже перемолола одну куриную грудку, одну половиночку. Сейчас нарежу очень-очень мелко шампиньоны. 2 яйца добавлю, может быть одно, буду смотреть по консистенции. Зелень добавлю, порублю ее тоже мелко. И в качестве скрепляющего элемента у меня будет овсянка. Она не слишком крупная у меня здесь, как раз будет не слишком чувствоваться так в самом этом пирожке. И этот фаршик потом я упаковываю в силиконовую формочку и в духовку. Все, начну делать. Ну что, я уже замешала фарш, и все-таки мне понадобилось 2 яичка. Я просто вижу, что оно вот хорошо скрепится при готовке. Не добавляла я овсянку, все-таки я думаю, без этого будет отлично. И лишние углеводы мне здесь вообще не нужны. Так что вообще супер-мега белково получается. Вот в такую вот силиконовую формочку я сейчас выкладываю фарш, приравняю его и отправляю в духовку. Сейчас я ее разогрела на 180 градусов. В итоге скажу, сколько минут нужно держать такой пирог. Ну что, вот такой пирожочек у меня получился. Очень хорошо он отходит от формы, кстати. Немного прошлась по бортику ножиком, и вроде хорошо должен отойти он. Сейчас отрежу немного побольше Диме часть. У него здесь будет чечевица вместе с салатом. У меня совсем немного салатика. Я так кусочек сюда кину сейчас себе посерединке. И, в принципе, все. Украшу немного зеленью и немного, может, сметаны добавлю. Посмотрим. Вот, в принципе, и все. Очень в разрезе он такой плотный прям получился. На самом деле, яйцо, мясо и шампиньоны, да, такое впечатление, что это просто такая очень-очень толстая набитая яичница. По вкусу, я надеюсь, очень вкусно получилось. Так что, в принципе, на его приготовление, на пирожка этого, вам достаточно будет где-то 25-30 минут. Может быть, в процессе готовки у вас может быть всплывать такая немножко сок, что ли, какой-то от этого мяса или там от яиц. Немножко убирайте его ложкой и, в принципе, готовьте дальше. 35 минут, 30, где-то так, смотрите, чтобы немножко он подрумянился, и можно доставать. Так что приятного нам аппетита, мы пошли кушать. Так, ну что, пора сделать небольшой перекус. Хочу сейчас сделать такой фруктово-творожный салатик. Только что забежала в магазин, купила один такой большой грейпфрукт. Я, если честно, в последнее время их начала именно как-то часто есть. И мне, в принципе, приелся этот вкус. И я могу есть грейпфрукт. Если у вас нет или вы не любите, можете добавить совершенно любой фрукт. Главное, с низким гликемическим индексом, если вы худеете. Так что я его сейчас нарежу крупными кусочками, залью вот таким вот йогуртом детским, именно действительно детским, он с какими-то такими фруктовыми добавками, но более-менее натуральный такой. Так что заливаю я его йогуртом, потом добавлю вот такой вот зерненый творог. Я его покупаю второй раз, но не потому, что он мне нравится, а просто тот творог зерненый, который мне нравится, простоквашиный, его очень сложно у нас найти в магазинах, хотя я его, в принципе, люблю на вкус. А этот какой-то, если честно, не очень.
Здесь 4%, тут, по-моему, тоже был 4%. Ну, в общем, не суть. Сейчас половинку использую, а вторую половину, наверное, как-то на ужин или какой-то другой день. И добавлю немножко миндальник. Так что начну готовить. Так что вот такой вот перекусик у меня получился. Очень такой густой из-за того, что я добавила сюда зерненый творог. Можно обыкновенный творог добавлять. В общем, мешать, так как вам нравится. Я стараюсь пробовать всегда по-разному. Так что все, пойду кушать. Ну что, вот мой последний прием пищи, остаток этого зерненого творога и перчик такой сладкий. В принципе, мне будет достаточно перед сном. Сейчас сижу, работаю над сайтом нашим будущим. В общем, вот такие вот страсти тут у меня творятся. Я, если честно, вообще сейчас в восторге. Это самое мое любимое времяпровождение, потому что мне безумно всегда хотелось сделать сайт или что-то подобное именно для себя. Все свои знания, все свои идеи воплотить именно так, как мне хочется, а не так, как мне какие-то заказчики говорят. Так что этот сайт, это будет мое вообще детище какое-то, и я вообще сейчас безумно рада. Вот у меня тут такая книга гениальная такая, я тут все расписывала, как этот сайт будет выглядеть. В общем, не все так просто, как вы думаете, и на это мне нужно очень-очень много времени и сил потратить, так что, ой, надеюсь, все это будет не зря. Также работаю сейчас и над приложением, о котором я вам говорила. Опять же, делаю приложение, именно дизайн для приложения, для телефонов вообще первый раз. Так что для меня это все в новинку. Тоже надеюсь, что у меня все получится. Мне девчонки, помощницы, мои подписчицы, вообще я в шоке, как я их нашла и как они меня нашли. Мне помогают безумно, так что мы работаем над этим всем вместе. Так что вообще, надеюсь, все будет круто. И, в общем, это мой последний прием пищи. Я где-то через часик-полтора пойду спать. Кстати, да, вы меня спрашиваете часто, когда у меня последний прием еды. Это где-то за час, за полтора до сна. И вот такой вот, то есть легенький. Я там, допустим, не ем мясо, потому что мясо любое, оно практически, долго, где-то 2-3 часа, а то и больше, там свинина, говядина переваривается в желудке. Поэтому такие... допустим, очень грубые виды мяса, там свинина, говядина, лучше не есть именно перед сном. А куриное филе, допустим, хотя бы за 2-3 часа до сна. Если это творог, то лучше, наверное, вообще за час его до сна есть, потому что он как бы тоже долгоусваиваемый протеин, то есть казеин. Казеин это как бы и есть творог. Поэтому он будет усваиваться в течение вашего сна. Поэтому где-то через часик я, наверное, и пойду спать. Так что, ребят, с вами встретимся завтра. Завтра новый день, новая еда. Опять же, пишите ваши впечатления в комментариях, если вам нравятся такие видео. Чего не хватает, может быть, в таких видеороликах. Сейчас у меня особо не насыщенная такая вот жизнь. Там, допустим, от тренировки домой до тренировки или что-то еще. Там, допустим, сижу, обрабатываю видео. Но вот у меня личная идея такая сложилась, что, допустим, не каждый день мой снимать вам видео, тем более каждый день придумывать новые рецепты, это, простите, тоже, допустим, куплю себе, кабачок купила, я могу его целую неделю есть, и я же не могу вам показывать каждую неделю рецепты с кабачка, неделя кабачка, поэтому у меня такая идея, то есть снимать, допустим, тот день, когда я, могу что-то интересное вам действительно показать. Пусть это будет не каждый день, там, тупо день за днем, а там понедельник, когда-то там в четверг могу снять, еще что-то. И вот так вот неделю складывать. Мне кажется, это будет даже правильнее и интереснее для вас. Так что мне будет интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Пишите в комментариях, и мы с вами встретимся завтра. Пока-пока.